Глава 2301. Возвращение. Мо Цзиньли и остальные поймали ядра, прежде чем осмотреть их, чтобы убедиться, что там нет ничего плохого, а затем убрали их с восторженными выражениями. Поскольку наша сделка завершена, нам больше не придется продолжать нашу битву. Могу я спросить, когда ты планируешь покинуть это царство? Это всего лишь маленькое царство, и оно не может содержать слишком много великих существ в стадии Вознесения, сказала женщина в зеленом. Будьте уверены, товарищ Даосло, мы уедем самое большее через несколько дней. До этого мы планируем собрать некоторые ресурсы из этого маленького царства Асур, и я уверен, что вы не остановите нас, верно?» С улыбкой ответил Хань Ли. «Хе-хе, если это просто сбор ресурсов, то, конечно, мы не будем вмешиваться. Однако в этом мире есть еще несколько существ, с которыми очень трудно иметь дело, так что будьте осторожны», предупредила женщина в зеленом с многозначительной улыбкой. «Ой, может быть, одно из этих существ и есть Чо Цзице?» — спросила Мо Цзиньли. Женщина в зеленом была несколько удивлена, услышав это. «Вы уже сталкивались с этим, товарищ Даос Мо?» «Действительно, видел. Как и следовало ожидать от легендарного древнего зверя, даже я чуть не погиб от его рук», — вздохнул Мо Цзиньли. Намек на волнение появился на лице Сюэжаня, когда он услышал это, и он поспешно вмешался. «Не могли бы вы сказать мне, где находится логово этого Че Цзы, товарищ Даистло?» «Вообще-то я знаю, где находится логово Чо Кизи, но...» Когда он заговорил, на лице женщины в зеленом появилось сомнение. Сюэран понял, что он был слишком нетерпелив, увидев это, и он вернулся к спокойному выражению лица, когда сказал: «Будьте уверены, я не буду просить вас раскрывать мне эту информацию бесплатно». Сразу же после этого он перевернул руку, чтобы достать маленький кожаный мешочек, прежде чем бросить его женщине. Женщина в зеленом одеянии взяла мешочек, прежде чем вложить в него свое духовное чувство, и на ее лице появилось довольное выражение. «У меня есть карта с указанием точного местоположения логова Чо Кизи». Как только ее голос затих, она подняла руку, чтобы выпустить белый нефритовый слип. Сюэран взял нефритовый слип и с серьезным выражением лица прижал его к своему лбу. Хейлинь тоже оценивал нефритовый слип с легким волнением в глазах. В этот момент Инер внезапно улыбнулась и сказала: «Я уверена, что все вы, должно быть, чрезвычайно известные существа из ваших соответствующих царств, и вы, должно быть, несете много драгоценных сокровищ. Наша раса также собрала некоторые ресурсы, которые не могут быть найдены ни в каких других мирах, так как насчет того, чтобы мы организовали некоторые сделки, прежде чем вы отправитесь искать другие ресурсы. Я уверен, что это сэкономит вам много времени». Хань Ли слегка запнулся, услышав это, прежде чем усмехнуться. «Вы предлагаете импровизированный съезд по обмену, товарищ Дасист Ин?» «Совершенно верно. По правде говоря, наша раса обладает коллекцией всех драгоценных ресурсов в этом царстве. Пока вы можете предложить правильную цену, мы обязательно удовлетворим ваши потребности», — ответила Инер. Женщина в зеленом не сказала ничего, чтобы остановить ее, так что она явно была в одобрении. Мо Цзиньли и остальные были очень искушены, услышав это. С тем ограниченным временем, которое у них оставалось в этом маленьком царстве Асур, было очень маловероятно, что они смогут собрать все необходимые ресурсы. Как таковой, это, конечно, не было бы плохой идеей, чтобы обменять на некоторые ресурсы. «Хорошо, я с удовольствием поменяюсь с тобой кое-какими вещами», согласилась Мо Цзиньли после недолгого раздумья. «Мы также будем открыты для некоторых сделок», сказал Сюэран после общения с Хейлинем через голосовую передачу. «В таком случае я тоже присоединюсь», вмешался Хан Ли. Это была беспроигрышная сделка, так что не было никаких причин не участвовать. Улыбка на лице Инер стала более заметной, когда она услышала это, и она предложила: «Хорошо, тогда давайте пойдем куда-нибудь поблизости, чтобы начать наш обмен». Хань Ли и все остальные согласились, но перед их отъездом никто не заметил, что Хань Ли бросил, казалось бы, небрежный взгляд в сторону ледяного пруда. Несколько часов спустя пауки-асуры с довольными лицами покинули остров, где на гигантском черном соколе находился ледниковый пруд. Таким образом, Хань Ли и другие чужеземные существа Великой стадии Вознесения были оставлены сами по себе. После ряда сделок все они получили большие награды, получив множество драгоценных ресурсов, которые можно было найти только в этом царстве. Они дорого заплатили за эти ресурсы, но все равно были очень довольны. «Ты действительно собираешься отпустить этих пауков Асур, брат Хан?» «Еще не поздно передумать», — неожиданно сказал Сюэран. «С чего бы мне передумать? Если бы их было так легко убить, то я бы уже сделал это, а не опускался до торговли с ними», — ответил Хань Ли со спокойным выражением лица. «Ресурсы, принесенные этими пауками-асурами, скорее всего, составляют лишь очень небольшую часть их коллекции. Кроме того, разве тебя не интересует этот голубой камень? Мощь пространственной силы, заключенной в этом камне, это то, чего я никогда раньше не видел.
Если мы сможем получить этот предмет, мы сможем использовать систему совместного владения, и, возможно, все мы сможем по-настоящему овладеть законом пространства во времени, предложил Сюэран. Даже Мо Цзиньли испытала легкое искушение, услышав это. Напротив, Хань Ли беззаботно усмехнулся. «Хе-хе, к сожалению, меня не интересует сила пространства, поэтому я не собираюсь рисковать. Если вы заинтересованы в этом камне, вы можете сами договориться с пауками Асуры. Возможно, они согласятся отдать его вам, если вы предложите им достаточную компенсацию». Выражение лица Сюэжаня слегка изменилось, когда он услышал это, но он быстро усмехнулся в ответ. «Конечно, ты шутишь, товарищ Даос. Пауки Асуры явно очень высоко ценят этот камень, поэтому они, скорее всего, не согласятся на сделку, даже если мы отдадим все, что у нас есть. Видя, что ты не хочешь вмешиваться, тогда просто притворись, что я ничего не говорил. У нас еще есть кое-какие дела, которыми мы должны заняться, так что сейчас мы уходим». Сюэжань сложил кулак в прощальном приветствии, и Хей Линь тоже последовал его примеру. Хань Ли ответил на приветствие и сказал: «Берегите себя, товарищи даосы». Мо Цзиньли тоже произнесла несколько прощальных слов. Таким образом, Сюэран и Хэй Линь исчезли, как две полоски света, быстро исчезая вдали. «Ты собираешься искать еще какие-нибудь ценные ресурсы, брат Хан?» — спросила Мо Цзиньли с улыбкой после того, как Сюэран и Хэй Линь исчезли в далеком небе. «Я знаю. У нас еще есть несколько дней до отъезда. Возможно, за это время мне представится какая-нибудь возможность. Какие у тебя планы, брат Мо?» — спросил Хан Ли. «Мне уже очень повезло, что я получил эти 3 ядра, поэтому я не планирую больше рисковать. Я собираюсь найти уединенное место, чтобы отдохнуть и помедитировать до того дня, когда мы уедем. Твои силы намного превосходят мои, но я все же должен посоветовать тебе быть осторожным на случай, если пауки Асуры решат отомстить нам», — сказал Мо Цзиньли с серьезным выражением лица. «Похоже, это хороший план. Что касается этих пауков Асур, то я, возможно, и не смогу убить их сам, но они тоже ничего не смогут сделать со мной», — ответил Хан Ли с уверенной улыбкой. «В таком случае мне не о чем беспокоиться. Я тоже ухожу. Увидимся в царстве духов через несколько дней», — сказал Мо Цзиньли с улыбкой, протягивая прощальный салют. Хань Ли тоже попрощался с ним, и он отпустил маленькую лодку, на которую сел, а затем быстро умчался прочь, как полоска света. Только спустя долгое время Хань Ли отвел взгляд вдаль, а затем повернулся к гигантскому острову, где находился ледниковый пруд со странным выражением в глазах. Затем он взмахнул рукавом в воздухе, превратившись в шар лазурного света, который полетел прямо к острову. Через некоторое время Хань Ли снова появился над той же долиной. Он завис в воздухе, глядя сверху на ледяной пруд. В этот момент ледниковая ци в долине, казалось, значительно уменьшилась. Однако пространство вокруг ледяного пруда все еще было полностью заморожено в массивный кусок льда, полностью закрывая вход в пруд снова. Хань Ли некоторое время смотрел на массивную глыбу льда, а затем внезапно открыл рот, чтобы выпустить серебряный огненный шар, который превратился в серебряного огненного ворона. После этого он что-то пропел и сделал ручную печать, прежде чем указать пальцем на огненного ворона, который резко увеличился в размерах по его приказу. В мгновение эко серебристый огненный ворон раздулся до более чем 100 футов в размерах с обжигающим серебряным пламенем, горящим по всему его телу, но он явно выглядел довольно усталым, только что выдержав изнурительную битву с этим пурпурным павлином. Хань Ли слегка нахмурился, увидев это, и открыл рот, чтобы выпустить несколько лазурных шаров магической силы, которые мгновенно исчезли в теле огненного ворона. Глава 2302. Второе священное сокровище. Серебряный огненный ворон немедленно расправил крылья и раздулся до нескольких тысяч футов в размерах, и его серебряное пламя также значительно осветило все небо. Увидев это, Хань Ли немедленно произнес слово «поглотить», и дух поглощающего огня ворона мгновенно опустил голову, прежде чем открыть клюв, чтобы выпустить огромное пространство серебряного пламени, затопив весь лед вокруг ледникового пруда. Лед начал таять с поразительной скоростью, в то время как пятнышки серебряного света появлялись из льда, прежде чем раствориться в серебряном пламени. В мгновение эка весь лед растаял, и снова открылся вход в ледниковый пруд. Серебряное пламя продолжало опускаться вниз, охватывая весь пруд, и вся ледяная ци, высвобождаемая прудом, превращалась в пучки серебряного света, которые были поглощены серебряным пламенем, чтобы еще больше подпитывать их. Дух, поглощающий небесное пламя, был разновидностью мутировавшего пламени, которое было очень своеобразным в том, что оно сочетало в себе как атрибуты инь, так и ян. Таким образом, он мог поглощать как экстремальные ледниковые, так и экстремальные атрибуты ян, чтобы укрепить свою силу. Как только печать над ледяным прудом была снята пауками Асуры, дух, поглощающий небесное пламя в теле Хань Ли, стал чрезвычайно беспокойным, жаждущим поглотить ледяную ци здесь. Хань Ли был в восторге, почувствовав это.
Никогда еще дух, поглощающий небесное пламя, не проявлял такой сильной реакции. В прошлом он исследовал несколько ледниковых областей царства духов, обнаружив некоторые ледяные ци, которые могли быть поглощены духом, поглощающим небесное пламя, но ни одна из них не была столь привлекательна для пламени. Пауки Асуры были бессильны противостоять ледяной ци здесь, но Хань Ли с легкостью справлялся с этим пламенем. Однако он не хотел никому раскрывать способность своего духа, поглощающего небесное пламя, пожирать ледяную ци, поэтому он скрыл этот факт и помог им использовать свое образование, чтобы выкапывать это сокровище. В данный момент Хань Ли парил в воздухе над долиной с выжидающим выражением на лице. С течением времени ледяная ци, вытекающая из пруда, постепенно становилась все слабее, и казалось, что почти вся она была поглощена духом, поглощающим небесное пламя. Хань Ли нахмурил брови, увидев это. Он указал пальцем на духа, поглощающего огненного ворона, и тот быстро уменьшился примерно до 10 футов в размере, прежде чем погрузиться вниз в виде серебряного огненного шара. Как только огненный ворон погрузился в серебряное пламя внизу, все это исчезло в теле огненного ворона в мгновение ока, после чего огненный ворон нырнул в пруд. В пруду раздавались грохочущие удары, а серебристый свет непрерывно вспыхивал. Тем временем Хань Ли закрыл глаза, но все еще держал печать на руке, произнося заклинание едва слышным голосом. Ледяная ци, исходящая из пруда, начала исчезать еще быстрее, и через 2 часа серебряный огненный ворон снова появился из пруда. В этот момент вся ледяная ци уже исчезла, и пруд стал не более чем обычным прудом. Хань Ли открыл глаза, и на его лице появился намек на восторг, когда он оценил дух, поглощающий огненного ворона. Огненный ворон все еще имел серебряное пламя, горящее по всему его телу, но под этим пламенем было полупрозрачное тело, указывающее, что он достиг существенной формы. Было ясно, что огненный ворон претерпел еще одну эволюцию после поглощения всей ледяной ци внутри пруда. Конечно, эта трансформация только начиналась. Тот факт, что пруд представлял угрозу даже для великого существа стадии Вознесения, был достаточным свидетельством того, насколько мощной была его ледниковая ци. Даже с духом, поглощающим огромные силы огненного ворона, он не мог очистить и поглотить так много ледяной ци за такое короткое время, поэтому он мог только медленно делать это через медленный процесс. Хань Ли переключился на другую ручную печать, готовясь вытащить дух поглощающего огненного ворона, но именно в этот момент он внезапно открыл клюв, чтобы послать шар белого света, летящий прямо к нему. Хань Ли слегка запнулся, прежде чем рефлекторно протянуть руку, чтобы поймать шар света, на котором было видно, что это был прозрачный шар размером с яйцо, испускающий ледяную ауру. И если бы не его защитный духовный свет и его невероятное физическое телосложение, его рука, скорее всего, была бы повреждена шаром при контакте. «Интересно. Вы нашли это в пруду?» — спросил Хань Ли. Серебряный огненный ворон просто парил перед ним и никак не реагировал. Хан слегка запнулся, прежде чем расхохотаться. «Глупый я, с твоей ограниченной духовной природой, ты ни за что не сможешь ответить на вопросы». Оценив шар еще некоторое время, Хань Ли направил на него свое духовное чувство, и на его лице появился намек на удивление. Как только его духовное чувство соприкоснулось с поверхностью шара, он, естественно, соскользнул в сторону, как будто в его руке ничего не было. После недолгого раздумья Хань Ли ткнул пальцем свою собственную глобеллу, выпустив полупрозрачную нить духовного чувства, которая мгновенно исчезла в шаре. «Понимаю». На этот раз на лице Хань Ли появилось просветленное выражение, и после короткого колебания он подбросил мяч в воздух, прежде чем указать на него пальцем. Из кончика его пальца тут же вырвалась золотая молния и ударила в полупрозрачный шар, который яростно вспыхнул, прежде чем окончательно разбиться среди золотых молний. Всплеск удивительной ледяной ци пронесся во всех направлениях, после чего был обнаружен синий объект. Оказалось, что полупрозрачный шар содержал шарик размером с большой палец, который испускал мощные пространственные колебания. Хань Ли быстро оценил ситуацию и вскоре нашел в ней смысл. Этот ледниковый пруд содержал не только одно священное сокровище расы космических рыб, но и два. Тот, что побольше, был голубым камнем, захваченным пауками Асуры, а тот, что поменьше, этой полупрозрачной бусинкой. Несмотря на разницу в размерах, пространственные колебания, исходящие от двух сокровищ, были вполне сопоставимы. Однако бусина была намеренно замаскирована другим сокровищем, что позволило ей избежать обнаружения даже великого духовного смысла стадии Вознесения, так что было ясно, что эта бусина была более важна в глазах расы космических рыб, чем синий камень. Что же касается его точного назначения, то это, скорее всего, было известно только расе космических рыб. После недолгого колебания Хань Ли перевернул руку, чтобы освободить нефритовую шкатулку, прежде чем положить в нее бусину и закрыть крышку, а затем быстро приклеил несколько талисманов ограничения к поверхности шкатулки. Таким образом, пространственные флуктуации, исходящие от ящика, были полностью отрезаны. После этого он убрал нефритовую шкатулку, прежде чем сделать ручную печать, и дух, поглощающий огненного ворона, быстро сжался в серебряный огненный шар, прежде чем исчезнуть в его рукаве в мгновение ока.
Затем он топнул ногой по земле, поднимаясь и удаляясь от острова в виде полосы лазурного света. Судя по направлению, в котором он двигался, казалось, что он направлялся к Лавовому озеру, где находились существа космические рыбы. В то же самое время пауки-асуры возвращались в каменный город, и женщина в зеленом одеянии с озабоченным выражением лица сказала: «Инер, действительно ли будет хорошо оставить этих воздушных рыб там, где они есть? Тайна их существования уже просочилась, и мы только что завладели их тайным сокровищем. Что, если они прочитают между строк и поймут, что мы делаем? Разве вы уже не послали своих подчиненных присматривать за ними? Просто оставьте их там, где они есть». Даже при том, что пространственная сила может быть извлечена из их ядер, у этой ветви нет будущего. Даже полностью зрелые из них находятся только на стадии пространственного закаливания, поэтому мы никак не можем извлечь из них истинные пространственные законы. Кроме того, нам нужны были только их ядра, поскольку мы надеялись, что сможем контролировать пространственную силу, пожирая силу внутри этих ядер. Однако во время моего уединения я обнаружил, что этот метод в значительной степени неэффективен. Я смог овладеть законом пространства только с помощью другого метода. В противном случае я бы, скорее всего, все еще застрял на первом месте даже сейчас, небрежно ответил Инер. Вы использовали другой метод? Женщина в зеленом была очень удивлена, услышав это. Совершенно верно. Имея в руках священное сокровище расы космических рыб, мы больше не нуждаемся в их ядрах, поскольку у нас их уже достаточно, так что нет никакой необходимости рисковать еще одним конфликтом с этими чужаками из-за чего-то подобного. Как только мы вернемся, я очищу зарождающуюся душу этого человека, чтобы продолжить свое владение законом пространства-времени. Как только я выйду из уединения, я смогу произвести семя пространства-времени для тебя, и когда это время придет, мы оба сможем достичь закона пространства-времени. Мы будем неудержимы во всех сферах. С улыбкой ответила Инер. С вашими нынешними способностями вы уже можете бороться со средним существом стадии Великого Вознесения. Как только вы достигнете стадии Великого Вознесения, вы, скорее всего, будете сравнимы по силе с этими высшими истинными духовными существами. Кроме истинных драконов и небесных фениксов, ничто не сможет встать на вашем пути, сказала женщина в зеленом с восторженным выражением лица. Инер лишь усмехнулась в ответ, но, судя по выражению ее лица, она явно согласилась с этой оценкой. Вспышка желтого света затихла над подземным лавовым озером, и Ханли появился, прежде чем осмотреть окрестности, отчего его брови тут же слегка нахмурились. Глава 2303. Вождь космических рыб. Вокруг лавы было разбросано несколько расчлененных, похожих на волчьи туши зверей, явно разрезанных на части каким-то острым лезвием. «Цзинь-тун!» — позвал Ханли, отводя взгляд. Рядом вспыхнули пространственные колебания, и золотой пожирающий жук-монарх мгновенно появился, прежде чем низко поклонился Ханли, а затем сказал что-то Ханли на непонятном языке, но Ханли, казалось, был в состоянии понять это. Значит, эти твари прибыли сюда вскоре после моего отъезда. Должно быть, их послали сюда пауки-асуры. Хорошо, что я оставил тебя здесь. Иначе я бы не знал, что планирует раса пауков-асура. А теперь возвращайся, сказал Ханли, взмахнув рукавом в воздухе, и Цзинь-Тун тут же подлетел к нему, прежде чем в мгновение Ика исчезнуть в рукаве. Цзинь-Тонг — имя, которое Ханли дал монарху золотого жука-пожирателя по прихоти, и он считал его вполне подходящим. После этого Ханли щелкнул пальцем по расчлененным тушам зверей, выпустив несколько малиновых огненных шаров, которые испепелили все вокруг в пепел. Только тогда Ханли снова обратил свое внимание на озеро лавы, и на его лице появилась слабая улыбка. Он перевернул руку, чтобы достать покрытую талисманами нефритовую шкатулку, в которой находилась эта голубая бусина, затем провел рукой по шкатулке, с которой были сняты все талисманы и крышка, обнажив бусину внутри. Как только бусина появилась, она немедленно выпустила взрыв мощных флуктуаций закона, которые были направлены в лавовое озеро магической силой Ханли. Впервые увидев голубой камень и эту бусину в ледяном пруду, Ханли обнаружил, что они наполнены знакомой аурой в дополнение к своей огромной пространственной силе. Поразмыслив над этим вопросом, он обнаружил, что эта аура была идентична ауре космических рыб, с которыми он столкнулся ранее. Однако эта аура была чрезвычайно слабой на этих двух предметах, до такой степени, что ее едва можно было обнаружить. Если бы не тот факт, что он столкнулся с космическими рыбами всего несколько дней назад, он, скорее всего, тоже не смог бы их обнаружить. Таким образом, хотя Ханли не знал, что сокровища в ледниковом пруду были так называемыми священными сокровищами расы космических рыб, он догадывался, что здесь есть связь. Кроме того, у него не было никаких конкретных доказательств, подтверждающих это, но он чувствовал, что это сокровище скрывает тайну. Таким образом, как только он получил бусину, он немедленно отправился в это лавовое озеро.
Голубая бусина внутри нефритовой шкатулки беспорядочно мигала, и колебания закона, которые она испускала, становились все более и более мощными, заставляя соседнее пространство непрерывно гудеть, в то время как размытые полосы света материализовались в воздухе. Вся подземная пещера также начала слегка дрожать, посылая бесчисленные каменные осколки дождем сверху. Если бы на месте Хань Ли был нормальный человек, он, по крайней мере, получил бы некоторые травмы, если не был убит этим дождем камней, но как существо великой стадии Вознесения, Хань Ли, естественно, был способен с легкостью уничтожать падающие камни своим защитным духовным светом. Внезапно лавовое озеро расступилось, и появилось несколько гибридных существ человека-рыба, владеющих всеми видами различного оружия. Это были никто иные, как космические рыбки, которых Хань Ли видел несколько дней назад, и они немедленно окружили его, прежде чем оценить с недоуменным выражением лица. Среди них был крепкий самец космической рыбы, и он был тем пространственным лидером этапа закалки расы космических рыб. Его взгляд был твердо прикован к нефритовой шкатулке, и в его глазах был намек на неописуемое возбуждение, смешанное с недоумением. Хань Ли просто молча оценивал космических рыб с намеком на улыбку на лице. «Кто вы такой, и почему вы высвобождаете здесь свою силу, старший? Вы нацелились на нашу расу?» Настороженно спросила дородная космическая рыба. Он обладал самой продвинутой базой культивирования среди всех присутствующих существ космических рыб, но он только что достиг стадии пространственной закалки, и он был совершенно не в состоянии собрать базу культивирования Хань Ли, поэтому он, естественно, чувствовал себя очень встревоженным. «Я хочу встретиться с вашим предводителем», — сказал Хань Ли неумолимым голосом, убирая нефритовую шкатулку и бусину под вспышку белого света. Выражение лица дородного мужчины слегка изменилось, когда он услышал это, и после короткого раздумья он ответил со слегка вымученной улыбкой: «Да, старший, мы сейчас же отведем тебя к нашему вождю». Он прекрасно понимал, что Хань Ли слишком силен, чтобы отказаться. Тем не менее, он все же повернулся к двум своим спутникам и быстро передал им что-то через голосовую передачу, затем сделал приглашающий жест рукой в сторону Хань Ли. Две космические рыбы немедленно погрузились в озеро лавы в виде двух шаров красного света по его приказу. Хань Ли не обратил на это внимания и тоже неторопливо опустился в озеро лавы. В тот момент, когда Хань Ли спустился в озеро лавы, оно сразу же разделилось, образовав массивный проход шириной в несколько десятков футов. Проход был бездонно глубок и, казалось, тянулся до самого дна озера. Это техника уклонения от огня. Дородный мужчина был ошеломлен, увидев это. Техника уклонения от огня была очень распространенной техникой, которую могли освоить даже элементарные культиваторы, но было удивительно, что такое невероятное явление могло быть создано с помощью такой простой техники. Коренастый мужчина помедлил, чтобы успокоиться, а затем спустился в озеро вместе со своими спутниками. Озеро лавы не казалось таким уж большим, но неожиданно оказалось очень глубоким. Только спустившись примерно на 3000 футов, Хань Ли наконец заметил внизу голубой световой барьер. Выражение его лица слегка изменилось, когда он прошел прямо через световой барьер, после чего оказался в другом небольшом пространстве. Как только он вошел в это пространство, во всех направлениях раздались громкие сирены, и около дюжины патрулирующих космических рыб немедленно окружили его с угрожающими выражениями лиц. Хань Ли поднял бровь, увидев это, и как раз в тот момент, когда он раздумывал, стоит ли преподать этим космическим рыбам урок, дородный мужчина тоже бросился в световой барьер, прежде чем поспешно закричать «назад». Этот старший уважаемый гость нашей расы, и он здесь, чтобы увидеть нашего вождя. Услышав это, все стражники заколебались. Что? Он хочет встретиться с нашим вождем? Конечно, это неуместно. Прямо в этот момент шар красного света выстрелил с другой стороны, затем исчез, чтобы показать самку космической рыбы, держащую значок в руке. Вождь желает встретиться с уважаемым гостем в зале небесных владений, и никто не должен его останавливать. Стражи космических рыб все еще были несколько озадачены ситуацией, но все они отступили, как было приказано. В таком случае, пожалуйста, продолжайте. Только после этого Хань Ли с легкой улыбкой внимательно осмотрелся. Этот район имел радиус менее 10 километров, и здесь были построены сотни треугольных зданий разной высоты. На поверхности всех этих зданий были выгравированы чрезвычайно примитивные на вид закорючки, но при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что текст, казалось, содержал какой-то глубокий смысл. Хань Ли не знал, сколько космических рыб обитало в этих зданиях, но снаружи их было менее 300, и подавляющее большинство из них были старики, женщины или дети. Казалось, что даже если бы все космические рыбы покинули здание, их было бы не больше 500, так что это определенно не было процветающим сообществом. Дородному мужчине стало не по себе при виде Хань Ли, осматривающего окрестности, и он вызвался. «Хорошо, показывай дорогу», — беспечно ответил Хань Ли. Дородный мужчина протянул лук, прежде чем подняться в воздух и полететь в определенном направлении. Что же касается Хань Ли, то он сделал шаг вперед и сразу же появился на расстоянии более 100 футов, неторопливо следуя за дородным мужчиной.
После нескольких вспышек они вдвоем оказались перед самым обычным зданием. У входа в здание не было охранников, и дородный мужчина остановился здесь, прежде чем повернуться к Хань Ли с почтительным поклоном. «Наш вождь внутри, старший. Я не могу пойти с тобой, поэтому буду ждать снаружи». Хань Ли кивнул в ответ, прежде чем войти в здание. Пройдя через вход, он оказался в зале, который был около 100 футов в длину, только несколько простых столов и стульев в комнате. На стуле в конце коридора сидел худощавый седовласый пожилой мужчина с полностью человеческим телом в противоположность телу гибрида человека и рыбы. Хань Ли направил свое духовное чутье на пожилого мужчину и обнаружил, что тот находится только на ранней стадии интеграции тела. «Ты вождь космических рыб?» — спокойно спросил Хань Ли. Пожилой человек уже поднялся на ноги, как только Хань Ли вошел в зал, и после того, как его духовное чувство ненадолго переместилось к Хань Ли, выражение его лица немного изменилось, когда он ответил в уважительной манере: «Меня зовут Лю Шуо, и я действительно вождь расы космических рыб. Могу я спросить, откуда вы взялись, старший? Являетесь ли вы существом великой стадии Вознесения?» К почтительному выражению лица пожилого человека примешивалось странное волнение. «Верно, я великий этап Вознесения из чужого царства», — ответил Хань Ли со слабой улыбкой. Услышав это, на лице старика появилась смесь горя и восторга, и он внезапно упал на колени, прежде чем поклониться Хань Ли. «Слава Богу! Могущественное существо из чужого царства наконец то благословило нас своим присутствием. Пожалуйста, спаси нашу расу, старший. Если ты сможешь спасти нас от расы пауков Асур, мы примем тебя как нашего господина и будем служить тебе из поколения в поколение». Глава 2304. Доменная бусина. Несмотря на стойкое поведение Хань Ли, он был совершенно ошеломлен, услышав это, и усмехнулся. «Ты хочешь принять меня как своего учителя? Это что, шутка? Вы только что познакомились со мной и ничего не знаете о моей личности. Что, если я буду обращаться с вами еще хуже, чем с расой пауков Асура? Это вы уничтожили снаружи шпионов паучьей расы Асура, старший?» — спросил пожилой мужчина. «Я не заботился о них лично, но я был вовлечен», — двусмысленно ответил Хань Ли. «В таком случае вы должны быть в курсе нынешней ситуации, с которой столкнулась наша раса, верно, старший?» — мрачно спросил пожилой мужчина. «Я знаю. Тем не менее, есть бесчисленное множество подобных случаев во всех королевствах. Это не причина для меня вмешиваться. Я не вижу никакой пользы в том, чтобы принять тебя. Так зачем же мне это делать, если я могу рискнуть оскорбить других могущественных существ того же калибра, что и я?» — спросил Хан Ли. «Вы уже позаботились об этих шпионах и пришли навестить нас лично, так что мы должны что-то сделать для вас. Если вы согласитесь принять нас, мы будем готовы сделать для вас все, что угодно. Мы, космические рыбы, довольно искусны в управлении пространственной силой. Возможно, это не сможет напрямую помочь вам в битве, но мы более чем способны открывать небольшие пространства и управлять пещерными жилищами», — ответил пожилой человек чрезвычайно серьезно. «Хе-хе, вы приводите убедительные доводы. Вы действительно можете кое-что сделать для меня. Отложив все на время, признаешь ли ты эту вещь?» Хань Ли махнул рукой, чтобы вызвать голубую бусинку. Как только бусина появилась, она тут же начала издавать жужжащий звук, резонирующий с пожилым человеком в своеобразной манере. К большому удивлению Хань Ли, старик не был удивлен, увидев бусину. Вместо этого он вздохнул. «Это доменная бусина. Как и ожидалось, наше священное сокровище попало в ваши руки. Казалось, что с его плеч свалилась тяжкая ноша. Значит, это священное сокровище вашей расы. Ты, кажется, уже знал, что он у меня», — сказал Хан Ли, слегка прищурившись. «Я только недавно узнал. Пожалуйста, взгляните на это, старший». Старик поднял руку, чтобы показать странный символ на запястье. Символ был идентичен по форме бусине, которую держал Хан Ли, и он также мигал слабым синим светом. Этот священный символ — нечто такое, чем могут обладать только вожди расы воздушных рыб. Помимо того, что он служит опознавательным знаком, его главная цель — обнаружить священное сокровище нашей расы. На моей нынешней базе культивирования я смогу точно определить местоположение доменной бусины, пока она находится в радиусе 100 километров вокруг меня. Вот почему я был готов немедленно принять вас как мастера нашей расы. Я верю, что это знамение с небес. Иначе как бы наше священное сокровище попало в ваши руки?» — серьезно сказал старик. «Интересно. Теперь ты можешь встать. Я получил это сокровище случайно. Поскольку это священное сокровище вашей расы, оно должно иметь какую-то другую важную цель, помимо силы законов, содержащихся в нем, верно?» — спросил Хань Ли с заинтригованным выражением.
Верно, эта бусина домена чрезвычайно редкое сокровище, которое содержит в себе целое царство. Однако, когда наша раса впервые начала приходить в упадок много лет назад, сокровище было запечатано могущественным существом нашей расы, использующим секретную технику. Как таковой, я только когда-либо слышал легенды о способностях сокровища, почтительно ответил пожилой человек, поднимаясь на ноги. Услышав это, на лице Хань Ли появилось удивление. Ой, это делает его чрезвычайно ценным пространственным сокровищем. Знаете ли вы, что это сокровище было запечатано в ледниковом пруду? Я так и сделал. Праотцы нашей расы намеренно хранили бусину домена в этом ледяном пруду, чтобы другие могущественные существа не охотились за нами из-за сокровищ. В конце концов, у нас не было достаточно силы, чтобы защитить его, так что это только навлекло бы на нас неприятности. Таким образом, было предписано, что священное сокровище может быть восстановлено только тогда, когда наша раса станет достаточно могущественной, чтобы защитить его. К сожалению, нам так и не удалось возродиться. Вместо этого мы все больше и больше впадаем в упадок, до такой степени, что почти не можем даже передать свою родословную. Таким образом, священное сокровище стало для нас совершенно бессмысленным, смиренно объяснил старик. Похоже, твои предки приняли очень мудрое решение. Иначе паучья раса Асура давным-давно отняла бы у тебя сокровище. Говоря об этом, я видел, как они извлекли еще один камень, который также был пропитан законом пространства в этом ледяном пруду. Что это было? Спросил Хан Ли. Это еще одно священное сокровище нашей расы, известное как гравированный камень духа. Он служит только для того, чтобы помочь могущественным существам овладеть силой пространства. Понимаю. Хань Ли задумчиво посмотрел на бусину в своей руке. Старший, если вы готовы принять нашу расу, то мы готовы предложить нашу сущность крови, чтобы стереть отметину, оставленную на бусине домена нашими предками, чтобы вы могли очистить ее для себя. Это священное сокровище было очищено могущественными существами нашей расы в прошлом, и собственность не может быть передана обычными методами очищения. Я также знаю искусство культивирования, которое позволит вам легко управлять этим сокровищем. Конечно, предпосылкой для всего этого является то, что вы должны быть достаточно сильны даже среди великих существ в стадии Вознесения. В противном случае вам будет очень трудно подавить откат от этой бусины. Что касается расы пауков Асура, они не могут легко покинуть это царство по каким-то особым причинам, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы оскорбить их. Я действительно очень заинтересован в этом сокровище, но боюсь, что мне будет очень трудно взять всех вас с собой, поскольку я вошел в это царство особым способом. Если я не сделаю всех вас своими духовными зверями и не сохраню вас в своем браслете духовного зверя, я не смогу взять вас с собой, когда покину это царство. Что касается этих пауков Асур, то они не представляют для меня никакой угрозы, так что даже если они придут за мной, я смогу противостоять им, сказал Хан Ли. Если тебя беспокоит только это, то есть очень простое решение. После того, как вы очистите бусину домена, мы сможем войти в царство внутри бусины и оставить это царство с вами, ответил пожилой человек в экстатической манере. Это вполне приемлемый вариант, но может ли сфера внутри бусины домена действительно вместить всех вас? И сколько времени мне потребуется, чтобы очистить это сокровище? Мне осталось пробыть в этом мире всего несколько дней, сказал Хан Ли. Будьте уверены, сеньор, область владения в пределах домена Бус определенно входит в число главных сокровищ своего рода. Что касается времени, которое потребуется, чтобы очистить бусину, то с помощью всей нашей расы вам потребуется всего 2-3 дня, чтобы успешно очистить ее, немедленно ответил пожилой человек. Хань Ли на мгновение задумался, прежде чем кивнуть в ответ. Ой, я не думал, что царство внутри сокровища будет таким огромным. Я могу позволить себе подождать 2-3 дня. В таком случае решено, пока я могу усовершенствовать эту доменную бусину, я буду защищать вашу расу космических рыб до конца своих дней. Для него не было трудной задачи интегрировать такую слабую ветвь существ в человеческую расу. Старик пришел в восторг, услышав это, и немедленно упал на колени, прежде чем снова поклониться. Спасибо, старший. Я сейчас же начну приготовление, пожалуйста, подождите меня. Он не знал, как Хань Ли собирается обращаться с ними, но это, несомненно, будет лучше, чем жить под властью пауков Асур, которые убивали их, когда им заблагорассудится, подвергая их постоянному риску положить конец их наследству родословной. «Иди, а я пока останусь здесь и изучу это сокровище», — приказал Хань Ли, махнув рукой. «Да, сейчас я откланяюсь, сеньор». Только после этого пожилой человек поднялся на ноги и почтительно удалился. Несколько часов спустя мерцающее серебристое образование медленно обретало форму на пустом участке Земли, расположенном между десятком треугольных зданий. Бесчисленные существа космические рыбы были заняты строительством формации, в то время как другая группа существ космических рыб шла на высокую платформу, которая только что была построена на крае формации.
Затем они перерезали себе запястья острыми лезвиями, позволив своей крови течь в гигантский лазурный котел, который был примерно в половину роста взрослого мужчины. Почти половина котла была уже наполнена, и полупрозрачная голубая бусина, мерцающая слабым духовным светом, плавала в центре лужи крови. В этот момент Хань Ли парил в воздухе над гигантской формацией, оценивая разворачивающуюся сцену, скрестив руки на груди. Существа космические рыбы были очень эффективны, выполнив ряд очень сложных подготовительных шагов за короткое время. Казалось, что ему даже не потребуется целых 3 дня, чтобы очистить домен плохо. Естественно, он очень хотел по-настоящему обрести такое мощное пространственное сокровище, и ему действительно хотелось узнать, на что похоже царство внутри этого сокровища. На континенте кровавого неба царства духов внезапно раздался оглушительный грохот от некоего древнего алтаря, который был встроен в землю, после чего последовал взрыв энергетических колебаний, насильственно рассеявших всю землю вокруг алтаря. Сразу же после этого в воздухе появилось пятицветное световое образование и появилась полупрозрачная фигура. И я наконец-то закончил спуск. Как и ожидалось, духовная ци здесь гораздо менее обильна, чем в истинном царстве бессмертных, вздохнул про себя человек, осматривая окрестности. Глава 2305. Коллективный обед. Фигура внезапно взмахнула рукавом в воздухе, и весь строй распался на бесчисленные золотые и серебряные руны, открывая фигуру молодого человека в черном со сцепленными за спиной руками. У молодого человека была особенно бледная кожа, которая имела почти болезненный вид по контрасту с его черной одеждой. Бросив взгляд на черное пространство вокруг себя, он, казалось, сразу понял, в каком окружении находится, и его брови слегка нахмурились, когда он указал пальцем вверх. Около дюжины серебряных рун мгновенно выстрелили вперед, прежде чем исчезнуть в окружающем пространстве, и в следующее мгновение взрыв громкого грохота раздался вокруг него. Вся окружающая земля была быстро откинута назад, как будто она ожила, образуя чрезвычайно длинный каньон, который вел до самой поверхности земли. Молодой человек поднял глаза вверх, и на его лице появилось довольное выражение при виде слабого белого света, льющегося сверху. Вспышка света вырвалась из-под его ног, унося его тело прямо к вершине каньона. Несколько мгновений спустя молодой человек вышел из каньона в серебряной вспышке света и, только поднявшись на высоту более 10 тысяч футов над землей, наконец остановился. Он быстро осмотрел окрестности и обнаружил бесплодный черный ландшафт, который был лишён всех признаков жизни, кроме нескольких коротких участков диких сорняков. Это было похоже на царство смерти. Он, казалось, нисколько не удивился этому и после короткого мгновения размышления сделал ручную печать, на которой пятнышки духовного света появились наверху, образуя угрожающего зверя длиной более 1000 футов. У зверя была голова льва и тело целина. Верхняя часть его тела была покрыта обжигающим малиновым пламенем, но нижняя мерцала серебряным светом, и было невозможно определить, что это за зверь. В следующее мгновение лицо молодого человека внезапно побледнело еще больше, и гигантский зверь, которого он только что вызвал, распался с глухим стуком, способный лишь сохранять размытую проекционную форму. Подумать только, что моя магическая сила была ограничена до такой степени, как и ожидалось, быть отправленным в низшее царство действительно не очень хорошо. Неудивительно, что меня выбрали, пробормотал молодой человек. С другой стороны, это хорошо. Это значит, что эти придурки не смогут вмешиваться в мои действия. Хе-хе, мое сокровище еще не полностью очищено. Теперь я смогу устроить еще одно кровавое жертвоприношение. Сущность крови подавляющего большинства живых существ в низших мирах довольно нечиста, но если я смогу собрать их достаточно, то количество восполнит недостаток качества. Что касается этого предателя, нет никакой необходимости выслеживать его сразу. Эти чудаки будут недовольны тем, что я задерживаю завершение моей миссии, но вряд ли они смогут что-то сделать, хихикнул молодой человек леденящим душу голосом. Сразу же после этого он перевернул руку, чтобы получить мерцающий золотой цилиндр, внутри которого была гроздь ярких красных бамбуковых полосок. На поверхности этих бамбуковых полосок были выгравированы красивые серебряные узоры, и вокруг них вращались огни всех видов различных цветов, указывая на то, что они не были обычными сокровищами. Молодой человек подбросил цилиндр высоко в воздух, прежде чем что-то произнести, и он быстро превратился в шар золотого света, после чего появилась гигантская проекция из 8 триграмм. Молодой человек прекратил свое пение, указывая пальцем вверх, затем произнес слово «Встань». Полоска зеленого света немедленно вылетела из проекции 8 триграмм, прежде чем устремиться в определенном направлении. Похоже, что именно в этом направлении находится наибольшее количество живых существ. Позвольте мне начать оттуда, размышлял молодой человек со зловещим выражением лица, прежде чем улететь в виде полосы золотого света, за которой последовала проекция зверя, которую он только что вызвал. Так это и есть истинная форма бусины домена, сказал Хань Ли, с удивлением оценивая бусину в своей руке. Бусина уже уменьшилась до половины своего первоначального размера, сделав ее сравнимой с горошиной.
Однако его поверхность стала чрезвычайно гладкой, и он принял пятицветный вид с пучком белой ци, вращающимся вокруг него, представляя собой довольно таинственное зрелище. Совершенно верно, старший. Метка, оставленная на бусине, уже полностью стерта, так что маскировка, наложенная на нее нашими предками, тоже снята. Теперь вы можете начать очищать это сокровище прямо сейчас, почтительно ответил вождь расы космических рыб, и его лицо выглядело слегка бледным, явно указывая на то, что он израсходовал довольно много эссенции крови. Хорошо, пусть все твои братья соберут свои вещи, мы покинем маленькое царство Асура, как только я закончу очищать эту бусину, проинструктировал Ханли. Спасибо за вашу доброту, сеньор, я сейчас же все устрою. Кстати, тебе нужно тихое место, где ты сможешь облагородить эту бусину, поэтому, пожалуйста, приходи в тайную комнату, в которой я обычно культивируюсь, ответил вождь с взволнованным выражением лица. Хорошо, показывай дорогу, кивнул Ханли. Вскоре после этого Ханли подвели к основанию треугольного здания, где перед ним открылись плотно закрытые ворота из голубого камня. «Пожалуйста, входите, старший», — сказал пожилой мужчина, сделав приглашающий жест рукой после того, как открыл ворота. Ханли вошел в ворота, и в его глазах мелькнуло удивление. Помимо некоторых обычных приспособлений, которые обычно можно найти в потайной комнате, там был также ряд черных деревянных полок, которые были нагружены бамбуковыми листами, нефритовыми шкатулками и другими контейнерами, а также малиновый котел для очищения пилюль высотой в несколько футов. «Ты тоже искусен в утончении пилюль?» — спросил Ханли. «Нет, старший, все это для моей внучки. У нее есть некоторые способности, когда дело доходит до изысканности пилюль. К сожалению, она ограничена отсутствием разнообразия в духовных лекарствах в этом царстве, поэтому она не может усовершенствовать многие виды пилюль», поспешно объяснил вождь с поклоном, и намек на гордость можно было увидеть в его глазах, когда он говорил о своей внучке. «Хе-хе, если у нее действительно есть какие-то способности к утончению таблеток, я смогу воспитать этот талант, как только мы вернемся в мое царство», сказал Ханли со слабой улыбкой. Это было бы для нее огромной удачей. Вождь, естественно, пришел в восторг, услышав это. «Хорошо, теперь ты можешь идти. Все должно подождать, пока мы не покинем это царство, поэтому я собираюсь начать очищать эту бусину домена прямо сейчас», проинструктировал Ханли. Вождь поспешно выполнил приказание, почтительно поклонившись, вышел из потайной комнаты. Ханли махнул рукавом в сторону ворот, и они захлопнулись сами по себе во вспышке света. В то же время на его поверхности появились бесчисленные руны, мгновенно образовав ограничение. Только после этого Ханли сел на футон в потайной комнате, затем перевернул руку, чтобы достать желтый нефритовый слип. Это была утонченная техника, записанная росой космических рыб, и она была дана ему вождем не так давно. Он прижал нефритовый слип к колбу, прежде чем ввести в него клочок духовного смысла, и выражение его лица слегка изменилось. Конечно же, этот метод уточнения отличался от всех тех, которые он изучал в прошлом, что указывало на то, что он, скорее всего, был создан специально для этой доменной бусины. С его нынешним уровнем силы он смог овладеть секретной техникой, прочитав ее всего несколько раз. Таким образом, он убрал нефритовый слип, прежде чем перевернуть руку, чтобы вызвать бусину домена. Взрыв невидимой силы рванулся вперед, подвешивая бусину в воздухе. Сразу же после этого Ханли глубоко вздохнул, прежде чем открыть рот, чтобы изгнать несколько шаров духовной ци на бусину, а затем сделал ручную печать, чтобы вызвать свою истинную дьявольскую проекцию происхождения среди вспышки золотого света. В то же самое время черный свет вспыхнул из его глобелы, и его глаз разрушения закона также медленно открылся. Бесчисленные духовные нити чувств тут же хлынули из демонических глаз, и вся тайная комната наполнилась всевозможными энергетическими флуктуациями. 2 дня и 2 ночи пролетели быстро, и как раз в тот момент, когда вождь космических рыб начал беспокоиться, каменные ворота наконец снова открылись, после чего Ханли вышел с намеком на усталость в глазах. Намек на восторг вкупе с тревогой всплыл в глазах пожилого человека, когда он спросил: «Будьте уверены, я уже успешно усовершенствовал доменную бусину. Собери всех своих братьев как можно быстрее, я уже чувствую, что это царство начинает отвергать меня, так что я не смогу оставаться здесь долго», — ответил Ханли. «Это просто фантастика. Я сейчас же это устрою», — в восторге ответил вождь и поспешно удалился. Примерно через 15 минут несколько сотен возбужденных существ космических рыб собрались на площади, но все они были совершенно безмолвны и стояли в жестких и формальных позах. В самом начале группы стоял вождь, и в тот момент, когда Ханли вышел из одного из треугольных зданий, он опустился на колени, прежде чем поклониться, и сказал почтительным голосом: «512 членов нашей расы клянутся служить вам из поколения в поколение до конца времен. Если мы нарушим этот обет, то вся наша раса получит божественное возмездие, стерев всю нашу расу с лица земли». Как только его голос затих, вождь сделал хватательное движение, чтобы вызвать короткий кинжал, который он погрузил на несколько дюймов глубоко в свою грудь, и кровь немедленно начала течь из края раны.
Существа космические рыбы позади него также поклонились Ханли, прежде чем призвать все виды острых лезвий, которые они вонзили в свои собственные тела, а затем поклялись той же самой кровавой клятвой. Массивная алая руна размером с акр появилась в небе в результате клятвы, но затем быстро исчезла в мгновение ика. Теперь вы все можете встать. Тот факт, что вы дали коллективную клятву крови, является достаточным доказательством вашей преданности. В свою очередь, я буду относиться к вам как к своим собственным братьям, без каких-либо предубеждений или дискриминации, сказал Ханли, когда он появился в воздухе над всеми космическими рыбами.